Приветствую всех! С вами вновь я, инженер-электрик Якимов Игорь. Сегодня рассмотрим цифровой мультиметр, который больше всего мне нравится из тех, что у меня были. Это мультиметр GD128+ от компании GVDA. Ссылку на прибор я оставил в описании. Прибор, конечно, достойный, и у него много преимуществ, о которых я расскажу в этом видео. Я думаю, вам он тоже понравится. Если вам нравятся обзоры электронных приборов, то подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик. Поддержите это видео лайком и репостом. Прибор имеет жесткую и красивую упаковку. Снизу коробки вы можете найти характеристики прибора. Вы можете остановить видео и посмотреть эти характеристики повнимательнее. Давайте посмотрим, что в коробке. Тут находится бокс для хранения и транспортировки прибора. В комплект входит подробная инструкция на английском языке. Но я постараюсь так рассказать о приборе, чтобы вам эта инструкция не понадобилась. Бонусом я расскажу, как этим прибором проверить пальчиковые батарейки. У бокса есть петля, за которую удобно носить. Посмотрим, что в боксе. Хочу отметить, что бокс просторный. Все тут аккуратно сложено. Сам прибор удерживает резинка. Много места для проводов, что уменьшает риск повреждения дисплея. Проблема тесноты бокса характерна для многих приборов. Пожалуй, я сюда добавлю щупы с крокодилами, так как для этого есть свободное место. Такой бокс мне очень нравится. Посмотрим щупы прибора. Щупы острые, поэтому ими удобно пользоваться. В комплект входит дополнительная защита для пальцев и заглушки для защиты от окисления разъемов при длительном хранении. Заглушки ставятся сюда. Так выглядят щупы с защитой для пальцев, но я обычно эту защиту не ставлю. В комплект входит термопара, шнур которой в термостойкой изоляции. А это шнур для зарядки. В приборе стоит аккумулятор. Его можно зарядить от любого порта USB, пауэрбанка или зарядки телефона на 5 вольт. Работа прибора без батареек – это важное преимущество. Выглядит он большим, но он все равно меньший, чем мой прежний мультиметр AN9205A. Мне в нем нравится огромный экран, к тому же этот экран цветной. Ниже расположены 5 функциональных клавиш, которые будем подробно разбирать в процессе ролика, и 4 разъема, которые имеют подсветку. Корпус обрезиненный, сбоку имеет ребрение. Прибор очень удобно держать в руке. На торце находится кнопка включения. Тут же расположен разъем для подключения зарядки. Сзади прибора находится довольно мощный светодиод для подсветки места измерения. Тут же находится подставка. Можно поставить прибор на стол. Это будет удобно для наблюдения за экраном. Длительно удерживаю кнопку питания. После небольшого теста прибор включился. По умолчанию включается умный режим, в котором прибор сам может определить, измерять напряжение, измерять сопротивление или включиться в режим прозвонки. На дисплее светится надпись Smart. Также на нем отображается температура в градусах Цельсия, замеренная датчиком внутри прибора. При включении несколько раз мигнула подсветка разъемов COM и Input. Это подсказка, что измерительные щупы нужно подключать именно в эти разъемы. Это интересная функция, которую нашел только в этом приборе. При всем уважении к умному режиму, я им пользоваться не рекомендую. Причину я объяснял в другом видео, посвященному клещам-мультиметру. Ссылку на этот ролик я оставил в описании. Я рекомендую пользоваться именно профессиональным режимом. Для его включения нажимаю клавишу FUNC.
В отличие от большинства мультиметров, этой функцией можно переключать как в одну, так и в другую сторону. Нажимаю. У нас подмигнули эти два разъема. Сюда мы вставляем щупы. Красный вставляем в input, черный вставляем в COM. По умолчанию он измеряет постоянное напряжение и у нас отображается DC. Нажимаем клавишу Cell и мы переключились в режим измерения переменного напряжения. Давайте замерим напряжение в розетке. Прибор подумал и выдал нам такое напряжение. Задумался потому, что предел измерения замеряется автоматически. Я рекомендую пользоваться ручным выбором пределов измерения. Пределы измерения переключаются клавишей Range. У нас появилась надпись Manual. Ставим 3 значащих регистра. Замеряем. Как видите, процесс замера произошел быстрее. Помимо напряжения, прибор еще показывает частоту сети. Чтобы нам опять выйти на автоматический выбор пределов измерения, длительно удерживаем клавишу Range. В приборе есть удобная функция Hold. При замере я нажимаю клавишу Hold. У нас отображается Hold на экране. Теперь мы можем убирать щупы. На дисплее прибор удерживает показания. В результате я могу прочитать показания прибора после осуществления замера в удобном положении экрана. Эту функцию Hold можно использовать и в других режимах работы прибора. Чтобы измерить постоянное напряжение, нажимаем клавишу Cell. У нас опять появилась надпись DC. Предел измерений сейчас выбирается в автоматическом режиме. Переходим в ручной режим. Ставим 2 значащих регистра. Для эксперимента я взял одну подсаженную батарейку и одну новую. Замеряем напряжение на подсаженной батарейке и замеряем напряжение на новой батарейке. На максимальном пределе измерения этот прибор может замерять постоянное напряжение до 1000 вольт. Прибор имеет интересный режим Max-Min, в котором за период измерений он измеряет максимальное и минимальное значение. Включаем этот режим. У нас отображается Max. Замеряем подсаженную батарею. Он показывает 5,2 вольта. Отпускаем. Прибор запомнил это значение. Сейчас замеряем другую батарейку. Значение становится больше. Отпускаем. Прибор запомнил большее значение. Нажимаем клавишу Max. Переходим в режим Min. Как вы видите, прибор показывает 0. Это то напряжение, при котором батарейки были отключены. Теперь замеряем подсаженную батарейку, подключая щупы в обратной полярности. Как вы видите, прибор запомнил минимальное значение минус 5,2 вольта. Замеряем новую батарейку. Прибор запомнил минимальное значение минус 9,2 вольта. Этой кнопкой мы можем переключить максимальное и минимальное значение. Это диапазон, в пределах которого производились измерения. Выходим из этого режима, длительно удерживая клавишу Max. Этим прибором можно замерить, в каком диапазоне измеряется напряжение в розетке за определенный промежуток времени. Клавишей Cell переключаем в режим замера переменного напряжения. На дисплее отображается AC. Выбираем диапазон измерения трехзначный. Подключаем прибор. Когда прибор зафиксировал напряжение, включаем клавишу Max и наблюдаем за показаниями. Мы переключаем клавишей Max-Min максимальное и минимальное значение напряжения за этот диапазон времени, пока производились измерения. Нужно подключать прибор к розетке перед нажатием на клавишу Max потому, чтобы убрать из показаний то нулевое значение, когда щупы прибора к розетке не подключены.
Данная функция работает и в других режимах прибора. Выходим из режима. У этого прибора есть уникальная функция – замер относительного значения. Возьмем для примера замер относительного напряжения. Есть напряжение, которое становится опорным и принимается за нулевое значение. Все остальные значения напряжения измеряются относительно этого значения. Допустим, мы примем за нулевое значение напряжение подсаженной батарейки. Подключаемся к батарейке и длительно удерживаем клавишу REL. У нас это напряжение принято за нулевое. Сейчас из всех замеряемых напряжений будет вычитаться опорное напряжение. Убираем щупы. На щупах будет отсутствовать напряжение. Но прибор будет показывать 0 минус опорное напряжение, то есть минус 5,1 вольта. Если подключим прибор к другой батарейке, у нас будет показывать 4,1 вольта. Это то значение, насколько напряжение новой батарейки больше, чем напряжение на подсевшей. Нажимаем длительно клавишу REL, чтобы выйти из этого режима. Эта функция работает и для других режимов измерения. Нажимаем клавишу FUNC и переходим в режим измерения сопротивления. Изначально предел измерения определяется автоматом. Его можно переключить с помощью клавиши Range. Но сейчас меня автомат вполне устраивает. Возьму с другого прибора провода с крокодилами, чтобы удобнее было подключаться к радиодеталям. При замерах учитываем, что номинал резисторов тоже имеет определенную погрешность. Вот замеряем 1 кОм. Вот у нас приблизительно это значение и есть. Погрешность 0,3%. Замеряем 220 Ом. У нас приблизительно такое значение и показывает. Замеряем 10 кОм. 10 кОм и показывает. Погрешность 0,1%. Нажимаем опять клавишу FUNC. Переходим в режим прозвонки. Прибор достаточно быстро реагирует. Можно даже морзянку делать. Когда сопротивление участка меньше 50 Ом, включается звуковая световая сигнализация. На дисплее отображается сопротивление участка. Подключил 220 Ом, сигнализация не работает, но показывает сопротивление. Нажимаем клавишу FUNC и переключаемся в режим проверки диодов. Возьмем светодиод. Красный провод подключаем к аноду, а черный к катоду. Светодиод светится и иногда мигает. Прибор показывает прямое напряжение диода. Если мы щупы поменяем местами, то напряжение к диоду будет приложено обратное, и он будет заперт. На индикаторе отображается ОЛ. Таким образом можно определить соколевку диода. Нажимаем кнопку FUNC и переключаемся в режим замера емкости. Прибор использует для замера малое напряжение, до 0,3 вольт. Поэтому иногда можно замерять емкость конденсатора, не выпаивая его из платы. Вот пример. У нас такая вот платка. Эти два провода подключены к конденсатору. 220 микрофарад. Давайте подключимся. Немного ждем. И у нас показывает 225 микрофарад. Разброс параметров электролитических конденсаторов достаточно большой. Поэтому это хорошие показания и прибору можно верить. Стоит учитывать, что в конденсаторах есть еще такой параметр, как ток утечки. Этим прибором его не измеришь. Есть специализированные приборы, или этот ток проверяется на стендах. Нажимаем клавишу FUNC. Попадаем в режим замера напряжения в милливольтах. В этом режиме можно точно замерить напряжение до 1 вольта. На практике этот режим применяется редко.
Иногда этот режим применяется для измерения больших токов путем замера падения напряжения на токовом шунте. Еще раз нажимаем красную кнопку и попадаем в режим замера частоты и скважности. Я подключил генератор. Вот как видите 100 Гц и наш прибор показывает 100 Гц. Скважность 50% и наш прибор показывает 50%. Мы можем эту скважность поменять. От 40%, 30%, 20%, 10%. На осциллографе вы можете посмотреть, как выглядит сигнал. Как видите, прибор отрабатывает хорошо. Мы можем также поменять частоту от 100 Гц, 200, 300, 400, 500. То есть прибор очень хорошо отрабатывает частоту. Отключил приборы. Нажимаем клавишу «Фанк». Следующий режим предназначен для замера температуры. Показывает прибор в градусах Цельсия и Фаренгейтах. По умолчанию он показывает температуру внутреннего датчика. Но мы можем замерить температуру в нужном для нас месте. Для этого вместо щупов подключаем термопару. Подключаем черное в черный, красное в красный. Зажимаем термопару между пальцев. Прибор показывает 36 градусов, что похоже на правду. Этой термопарой можно замерить температуру утюга или температуру отопления. Но термопарой не рекомендую измерять температуру жидкостей. Термопара не имеет изоляции, поэтому нельзя прислонять ее к элементам электрической цепи под напряжением, так как это может привести к выходу прибора из строя. Выключаем термопару, нажимаем «Фанк». Следующий режим – это бесконтактное определение напряжения переменного тока. Датчик находится сверху прибора. В этом режиме мы можем определить, подключена ли электрическая цепь к напряжению, не подключая щупов. Для этого достаточно поднести датчик к этой цепи. Вот берем розетку. По мере приближения к электрическому полю на дисплее отображается L и горит зеленый светодиод. И зуммер звучит медленно. Как только подносим более близко, то на дисплее уже горит H. Светодиод горит красным и зуммер звучит быстро. Относим, убираем розетку и прибор уже не чувствует электрического поля. Иногда в этом режиме удается найти подходящий к розетке провод. Но это больше исключение, чем правило. Если мы нажмем Cell, то перейдем в режим определения фазы. У нас подмигнуло гнездо Input. Подключаем в него красный щуп. Проверяем розетку. Тут показывает L. Это нулевой контакт розетки. Подключаем сюда. Тут показывает H. Тут расположена фаза. Нажимаем Фанк. И переключаемся в режим замера миллиампер. У нас горит красный светодиод, который нам сообщает, что неправильно подключены провода. У нас при переключении подмигнули эти два гнезда. Давайте в них и подключим провода. Светодиод перестал гореть. Прибор иногда попискивает, показывая, что у нас включен режим измерения тока. Подключаем прибор в разрыв измеряемой цепи и смотрим показания на дисплее. У нас по умолчанию измеряет постоянный ток. Нажимаем Cell и можем измерять переменный ток. Данный режим применяется, когда нужно измерить ток до 630 мА. Следующий режим – измерение тока в амперах. Обращу внимание, когда подключены провода, кнопка переключения режима блокирована. И чтобы ее разблокировать, надо вынуть провод. Сейчас мы можем переключить. У нас подсветилось это гнездо. Сюда подключаем провод. Как видим, светодиод красный у нас опять погас.
Давайте проверим пальчиковую батарейку током короткого замыкания. От непродолжительного воздействия этого тока батарейка не испортится. У меня есть такая градация. Если батарейка показывает ток до пол-ампера, она выбрасывается. Если она показывает от пол-ампера до 1 ампера, то она может использоваться в пультах и других устройствах с маленьким током потребления. Если она показывает больше 1 ампера, то ее можно использовать в любых устройствах. Проверяем батарейку. Больше 3 ампер. Эта батарейка новая, и можно ее использовать в любых устройствах. Особенность этих двух режимов замера тока в том, что они автоматически выбираются при подключении красного щупа к соответствующему разъему. Вот сейчас у нас включены амперы. Переключаем, и у нас уже замеряет миллиамперы. Допустим, отключили. Включили в автоматический режим и включаем амперы. И у нас прибор автоматически перешел в режим измерения ампер. При измерении тока в режиме измерения ампер нельзя превышать значение 10 ампер, а в режиме миллиамперы превышать 630 миллиампер. Иначе сгорит соответствующий предохранитель, и на дисплее будет отображаться надпись Fuse. Чтобы поменять предохранитель, нужно открыть крышку, открутив этот винт. Вот эти два предохранителя. Если они сгорят, то их надо поменять. Чтобы включить фонарик, надо длительно удерживать эту кнопку. У нас включился фонарик. Вот мы ставим прибор. И у нас фонарик подсвечивает область измерений. Выключаем фонарик. Если не пользуешься прибором более 15 минут, то он автоматически выключается, чтобы сэкономить заряд аккумулятора. Функция автовыключения отображается вот таким значком. Но не всегда эта функция удобна. Эту функцию можно выключить. Для этого выключаем прибор. И включаем прибор вместе с нажатой клавишей Cell. Как видите, значка автовыключения нет, и прибор можно выключить только принудительно. Я надеюсь, вы поняли, почему мне этот прибор нравится. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Я периодически на них отвечаю. Вдобавок, вы можете задать вопросы производителю. Ссылку я оставил в описании. Там же можете купить этот прибор без посредников. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик. Поддержите это видео лайком и репостом. Особая благодарность тем, кто поддерживает этот канал материально. До встречи в новых и старых видео.